Разработка методов оценки многокритериальной бедности является актуальным направлением статистической деятельности как на международном, так и на национальном уровне. Мы хотим вам представить подходы к разработке индекса многомерной бедности в Республике Беларусь. В Беларуси задача разработки официальной статистической методологии оценки многомерной бедности определена в стратегии развития государственной статистики Республики Беларусь, и работы по решению поставленной задачи Национальный статистический комитет проводит уже на протяжении ряда лет. Основным принципом нашей деятельности по разработке методологических подходов к оценке многомерной бедности является достижение баланса между тремя ключевыми составляющими: актуальность и значимость индекса и его составляющих для Беларуси, согласованность с международными подходами и наличие релевантных статистических данных, необходимых для расчета. Работы начинались с обзора международного опыта исследований многомерной бедности. Рассмотрена возможность и целесообразность их адаптации к национальным условиям. Источник данных для экспериментальных расчетов – это выборочное обследование домашних хозяйств по уровню жизни. Обследование проводится по всей территории страны. Ежегодный охват составляет 6000 частных домашних хозяйств. Массивы данных, формируемых по итогам обследования, обширны, что позволяет реализовать многомерные исследования. В процессе работы над национальной моделью многомерной бедности была рассмотрена возможность расчета ИМБ по методологии, разработанной Оксфордским университетом совместно с ПРООН. Однако перечень включенных в него индикаторов и деприваций нацелен на измерение бедности в странах с низким уровнем развития и неприменим к Республике Беларусь. Например, доступ к электричеству у нас имеет 100% домохозяйств. По последним данным, более 98% домохозяйств имеют улучшенные санитарно-гигиенические устройства. 100% домохозяйств пользуются улучшенным источником питьевой воды. Все домохозяйства проживают в жилище с обработанным полом. 99,8% домохозяйств используют для приготовления пищи чистые виды топлива. Таким образом, часть деприваций, наличие земляного пола в жилье, отсутствие электричества, совсем не актуальны для нашей страны. Кроме того, по части деприваций никто не имеет 5-летнего образования, хотя бы один ребенок школьного возраста не посещает школу, вероятность получить статистически значимый показатель практически равна нулю. Поэтому совершенно очевидно, что для построения национального индекса многомерной бедности необходимо было сформировать актуальный для страны набор параметров и показателей. Для определения национального перечня параметров и показателей многомерной бедности была создана рабочая группа, в состав которой, кроме специалистов-статистиков, вошли представители отраслевых органов государственного управления. Для построения индекса рабочей группой было выбрано 5 параметров так называемых областей для измерений, имеющих одинаковый вес для расчета. Это здоровье, образование, занятость, доходы и благосостояние и условия проживания. Сочетание этих доменов отражает различные аспекты бедности, материальные и нематериальные. Их содержание сопряжено с контекстом глобального мониторинга ЦУР и национальной стратегии устойчивого развития. Набор показателей и деприваций для каждого параметра формировался из доступных на сегодняшний день данных в нескольких вариантах. Сочетались объективные и субъективные показатели. В список деприваций включались как решения, входящие в национальный перечень деприваций, так и не включенные в него. На сегодняшний день наш экспериментальный индекс состоит из 5 параметров, 8 показателей и 17 деприваций. И, на наш взгляд, они отражают более высокие по сравнению с глобальным ИМБ критерии бедности. Также в настоящее время мы обсуждаем индекс многомерной бедности среди детей, предложенный Детским фондом ООН ЮНИСЕФ. В качестве показателей депривации для расчета используется монетарная бедность, определяемая уровнем дохода ниже бюджета прожиточного минимума, неудовлетворенность денежными доходами, что является дополнительной информацией о финансовом состоянии домохозяйства, отражающей не только средства, но и потребности, теснота жилья, определяемая пороговым значением в 10 квадратных метров на человека, отсутствие хотя бы одного из основных видов благоустройства жилья,
улучшенных источников питьевой воды, либо улучшенной санитарии, либо горячей воды. Отсутствие персонального компьютера, как основного источника получения информации для образования, и отсутствие разнообразного питания, измеряемого по двум важнейшим группам продуктов питания – мясо и рыба как основной источник белка и фрукты и овощи как основной источник витаминов. Расчеты как национального ИМБ, так и ИМБ среди детей мы пока не можем представить, поскольку впереди большая работа, требующая тщательного анализа используемых показателей. Кратко о нашей проделанной работе и о том, на каком этапе по разработке индексов мы сейчас находимся. В дальнейшем планируем рассчитать несколько вариантов индексов с целью определения наиболее устойчивого. Благодарим за внимание.